Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Raid Sky, и сегодня в этом видео будет подборки крутых гонок на ПК. Не будем терять ни минуты, начинаем. Первая игра, которая открывает нашу подборку, под названием Grip Combat Racing. Это динамическая аркадная гоночная игра. Хотя в игре нет яркого выраженного сюжета, весь мир Grip пропитан духовным будущего, скорость и выживание на трассе. Участники соревнований — это не просто гонщики, а настоящие гладиаторы, управляющие бронированными машинами в смертельных опасных гонках, где побеждает не только быстрый, но и умный. Основной геймплей — это высокоскоростные гонки по футуристическим трассам с возможностью использования оружия и гаджетов для атаки соперников. Уникальная особенность этой игры — всестороннее движение. Автомобили могут ездить не только по земле, но и по стенам и потолку, благодаря специальной конструкции с массированными колесами. Каждое транспортное средство оснащено арсеналом оружия, от самонаводящихся ракет до мин и энергетических пушек. Эти элементы позволяют не только атаковать противников, но и защищаться с помощью щитов и ускорителей. Следующая игра — Dirt Rally 2.0. Это хардкорный симулятор раллийных гонок. Она создана для истинных фанатов автоспорта и предлагает глубокий опыт вождения на самых суровых трассах мира. Эта игра переносит игроков в реалистичный мир ралли, где не прощаются ошибки. Здесь нет аркадной помощи, скользкие дороги, переменчивая погода, отсутствие навигации. Ты должен полностью полагаться на свое мастерство и штурмана. Реалистичная физика поведения автомобилей и сложная система повреждений. Каждое покрытие, асфальт, гравий, грязь, снег ощущается по-своему. Игра требует умения тонко чувствовать машину, выбирать правильную траекторию и контролировать скорость. Следующая игра — Split Second. Это аркадная гоночная игра с уникальным уклоном в голливудский экшен. Она мгновенно завоевала признание благодаря своему новаторскому подходу к геймплею. Здесь гонки — это телешоу, где ты не просто соревнуешься, а буквально взрываешь трассу под соперниками. В игре ты участвуешь в вымышленном реалити-шоу под названием Split Second, где участники управляют сверхскоростными машинами на трассах со взрывными ловушками. Это настоящий гоночный блокбастер. Во время заезда игрок зарабатывает энергию, выполняя дрифты, прыжки и обгоны. Эта энергия тратится на активацию разрушений, взрывы, падение башен, крушение самолетов, обвалы мостов и даже смену маршрута трассы в реальном времени. Следующая игра — F1 2018. Это официальная видеоигра чемпионата мира Формула-1 2018 года. Как вы уже поняли, игра вышла в 2018 году и получила высокие оценки за реализм, глубину карьеры и точное воссоздание мира королевы автоспорта. Это симулятор Формулы-1, сочетающий реалистичное поведение болидов, глубокую карьеру и богатые возможности настройки машин и стратегии. Игра полностью лицензирована, включает все 21 Гран-при 2018 года, 10 команд и 20 пилотов. Следующая игра — Overpass. Это гоночный симулятор внедорожного спорта. Игра вышла в 2020 году и предлагает уникальный опыт вождения. Здесь речь идет не о скорости, а о технике преодоления препятствий. Трассы в оверпассе — это экспериментальные маршруты, полные грязи, камней, крутых подъемов и опасных спусков. Это техническое внедорожное испытание, в котором игроку предстоит управлять мощными багами и квадроциклами по природным и искусственным трассам. Главное не промчаться вперед, а выбрать правильную траекторию, переключить нужную передачу и грамотно распределить вес машины. Следующая игра — Forza Horizon 5. Это масштабная гоночная аркада в открытом мире. Игра вышла в ноябре 2001 года и стала пятой частью в серии Horizon, получив широкое признание за визуальную красоту, свободу и разнообразного контента. Действие игры разворачивается в Мексике, и это самый большой, разнообразный и живой мир в истории серии. Здесь ты найдешь пустыни и джунгли, древние холмы и города, вулканы и пляжи, горные перевалы и бурные реки. Каждая область с уникальным климатом, погодой и атмосферой. Впервые в серии появились динамические сезоны, которые влияют на весь мир. Следующая игра под названием Raid 5 — это современный мотогоночный симулятор. Игра вышла в 2023 году и стала прямым продолжением серии Raid.
предложив еще больше реализма, контента и свободы для фанатов мотоциклов. Она объединяет аркадную доступность и симуляторную точность, позволяя каждому игроку почувствовать себя настоящим гонщиком, управляющим мощным спортбайком на самых живописных и технических трассах мира. Это не просто игра про мотоциклы, это почти документальный симулятор, в котором каждая гонка — это борьба с трассой, погодой и собственным мастерством. Отличный выбор как для опытных, так и для тех, кто только начинает знакомство с миром двухколесных скоростей. Следующая игра — Автомобилиста 2. Это реалистичный автоспортивный симулятор. Хотелось что-то новенького вам подкинуть. Игра не особо популярная, но тем не менее довольно конкурентоспособная. Во второй части резкий скачок графики, погодных эффектах и физике. Это симулятор с акцентом на бразильский автоспорт, но при этом предлагает широкий международный автопарк и трассы со всего мира. Уникальная особенность этой игры — детальное воспроизведение менее популярных гоночных серий, которой нет в других играх. Реалистичная физика поведения машин. Игра точно передает сцепление, вес, подвеску и поведение шин. Тонкая настройка погоды и времени суток. Дождь, туман, жара, закаты и ночные гонки на высокой скорости — все влияет на вождение. Следующая игра — Need for Speed Unbound. Это стильная и динамическая гоночная аркада. Игра вышла в 2022 году и стала новой главной легендарной серией NFS, совмещая в себе уличную культуру, кастомизацию и гонки с полицией в уникальном визуальном стиле, сочетающей реализм и анимационную графику. Выделяется среди всех частей NFS уникальным визуальным оформлением. Реалистичные автомобили и города сочетаются с анимированными эффектами, такие как дым, ускорение, граффити, вспышки при заносе или прыжки. Это создает ощущение живого графического романа, вдохновленного уличным искусством и хип-хопом культуры. Следующая игра — Project Cars 3. Игра стала неожиданным поворотом для серии, известная как реалистичным симулятором, потому что Project Cars 3 делает шаг в сторону аркадной гонки, чем вызвало бурное обсуждение в сообществе. Если первая и вторая часть были нацелены на симирейсеров с реалистичной физикой, телеметрией, износом шин, температурой трассы и прочим, то третья часть упростила геймплей. Физика стала более аркадной и прощающей. Удалены элементы пит-стопа, прогрева шин и топлива. Первая и вторая часть тоже неплохая. Во второй, конечно, графика будет получше, так что можете поиграть и в другие части. Следующая игра — Forza Motorsport 7. Это реалистичный гоночный симулятор. Это один из самых технически совершенных автосимов своего времени, сочетающий глубокую физику, масштабный автопарк и богатый гоночный контент. Эта игра создана как для хардкорных стимерейсеров, так и для новичков, благодаря множеству настроек реализма и помощников. Она сочетает реалистическую физику, шикарные настройки автомобилей и мощный визуальный стиль, включая динамическую погоду и смену времен суток. Более 700 автомобилей от классических ретро до современных суперкаров. Все авто проработано до мельчайших деталей, как визуально, так и в звуке и физике. Как по мне, это одна из самых красивых игр, так что рекомендую поиграть. Это комбинация симуляторов и доступной аркады, огромный автопарк, как я говорил, насыщенная кампания и визуальный размах. Игра стала эталоном среди гоночных симуляторов на Xbox и ПК до выхода следующего поколения Forza. И заключает нашу подборку игра под названием Trackmania. Это серия аркадных гоночных игр. Эта игра предлагает игрокам уникальное сочетание скорости, точности и креатива, в котором гонка — это настоящая головоломка на время. Игрокам предлагается соревноваться в спринтах на коротких, но на невероятно сложных трассах, полных прыжков, петель, ускорения, ледяных участков и даже антигравитации. Основной режим — это соревнования за лучшее время прохождения трассы. Здесь нет столкновений с другими игроками, только ты и таймер. Игра постоянно обновляется, каждую неделю появляются новые официальные карты, плюс бесконечное количество уровней. Сложные элементы трасс, петли, повороты под 90 градусов, ускорители, обрывы, вода, лед, грязь и многое другое. Здесь этого куча.
Управление машиной максимально отзывчиво и интуитивное, но требует точности и безумной конкретной реакции. Если вам видео понравилось, ставьте большой палец вверх, не забудьте подписаться. Еще услышимся, всем пока-пока и хорошего настроения.